С самого начала мы погружаемся в ситуацию, секреты которой скрыты в гудении крыльев. Первая встреча с пчелами-убийцами была действительно неожиданной и оставила неизгладимый след. Люди, которые испытали это на себе, в один момент ощутили ужас и беспомощность перед лицом миниатюрных угроз. Одним из таких случаев стало нападение в маленьком городке Техаса. Никто и представить не мог, что тихое утро может обернуться настоящей паникой. Эти насекомые внушали страх и приводили в смятение, проявляя свою беспощадную природу. Но ведь это только самая верхушка айсберга. Откуда же они появились, эти маленькие, безжалостные убийцы, наводящие ужас на людей и зверей нескольких континентов? Итак, откуда же началась эта пугающая история пчел-убийц? На самом деле их корни уходят в далекую Африку. Именно там когда-то были обнаружены агрессивные подсобные породы, которые привлекли внимание ученых. В 50-х годах прошлого века африканских диких пчел завезли в Бразилию. Так ученые пытались вывести вид более продуктивных медоносов. Однако эксперимент вышел из-под контроля, и природа вкатила свои неожиданные коррективы. Африканские пчелы смешались с местными породами, породив новое смертельное поколение, известное сегодня как пчелы-убийцы. Насекомые начали стремительно мигрировать, ставя перед собой почти навязчивую цель — распространиться по всему континенту. Пройдя тысячи миль, они достигли юга США, оставляя на своем пути след из страха и хаоса. Их путь был нескончаем. Пустыни, леса, города — ничто не могло их остановить. С ростом их численности все больше людей начали задаваться вопросом: что же делает их такими ужасающими и в чем заключена их истинная природа? Секреты их инстинктов ждут своего раскрытия. Когда речь заходит о пчелах-убийцах, их инстинкты стоят в центре внимания. Эти насекомые обладают заметно более агрессивным поведением по сравнению с их европейскими сородичами. Стоит лишь потревожить одно из их гнезд, и целая армия пчел готова броситься на защиту. Они отличаются молниеносной реакцией и готовы преследовать угрозу на протяжении четверти мили, что делает их особенно опасными для человека. Их секрет в том, что они реагируют не только на реальную, но и на потенциальную опасность. Сами по себе эти крылатые защитники способны атаковать в команде из сотен и даже тысяч особей, что часто оставляет жертву практически без шансов на спасение. Столь скоординированная агрессия наталкивает на размышления о том, что может наступить, если не предпринять меры по контролю над этими воинами природы. Пристально изучив их поведение, можно увидеть, насколько сложной биологией и интуицией они обладают. Почему, казалось бы, маленькие создания могут решиться на столь устрашающее нападение? Следует глубже взглянуть на методики атак и механизмы защиты, которые они используют. Рассмотрение этих аспектов раскрывает целую цепочку событий, когда каждая пчела знает свою роль в эпицентре битвы. Но не вдавайтесь в иллюзии защиты, ведь в их арсенале есть больше, чем просто яд. Настало время раскрыть детали битвы и узнать, как человек оказывается в эпицентре этих кровожадных атак. Не стоит недооценивать маленькие размеры этих созданий, ведь они могут принести большую опасность. Атакуя, пчелы-убийцы применяют стратегию мобильного взаимодействия. Каждая пчела действует как часть неостановимого штурма. Как только одна возвращается на гнездо, ее место занимает следующее. Цель — истощить жертву и заставить ее покинуть территорию. Акупунктурный подход их атаки заключается в том, чтобы раз за разом впрыскивать яд, который не только вызывает нестерпимую боль, но и может привести к сложным аллергическим реакциям и анафилактическому шоку. Сейчас вы, возможно, думаете, что мне делать, если я стал целью их нападения? Ответ требует тщательного рассмотрения. Но прежде чем мы погрузимся в конкретные действия, которые помогут вам защититься, внимательно посмотрите вокруг. Места, которые кажутся безопасными, могут таить в себе угрозу. Теперь, когда мы поняли, насколько они целенаправленно атакуют, разумно исследовать случаи людей, которые напрямую испытали на себе весь ужас пчелиной агрессии. Истории жертв всегда раскрывают то, к чему действительно стоит приготовиться. Каждый случай столкновения с пчелами-убийцами — это история о выживании. Один из таких случаев произошел в Аризоне, когда местный фермер Шон отправился осмотреть свои угодья. Он даже не догадывался, что станет целью стаи этих агрессивных насекомых. Подобные нападения часто начинаются внезапно и без предупреждения. Один укус, затем другой, и вдруг целое облако пчел обрушивается на жертву. Шон начал бежать, но пчелы-убийцы преследовали его через поля, не останавливаясь на протяжении сотен ярдов. Другим потрясающим примером такого нападения стала история с группой туристов в Нью-Мехико. Во время спокойной прогулки один из участников нечаянно потревожил невидимое гнездо, и в считанные секунды прогулка превратилась в ужасную борьбу за выживание. Пчелы атаковали их на бегу, а укусы, которые они наносили, вызывали интенсивную боль и панику. Хотя никто из них, к счастью, не погиб, этот инцидент оставил на всех сильное эмоциональное впечатление.
Однако не все истории заканчиваются благополучно, и некоторые жертвы, к сожалению, теряют свою жизнь в этой схватке с природой. Такие трагические события показывают, что даже невидимый враг может стать фатальным. Как предотвратить подобные ужасы и какие уроки можно извлечь из прошлого, мы обсудим, обратившись к мнению экспертов и ученых, которые продолжают изучать это опасное явление. Чтобы спастись от пчел, нужно стараться не паниковать и не делать резких движений, так как это может спровоцировать их на укус. Если пчела вцепилась, необходимо как можно скорее покинуть место нападения, закрыв голову и лицо. После укуса лучше всего спрятаться в помещении, транспорте или в крайнем случае нырнуть в воду. Понимание опасности, которую представляют пчелы-убийцы, невозможно без обращения к научным фактам. Почему африканские пчелы так свирепы? Их эволюция проходила под прессингом опасных соседей. Ловкие медоеды разоряли ульи, игнорируя укусы. Птицы ловили пчел на лету, обезьяны искали сладкую добычу. Да и люди с древности были постоянными ворами их ульев. Выживали только те раи, что выработали сверхбыструю реакцию и способность затопить врага тысячами жал. Это коллективная ярость, их эволюционный щит против мира хищников и человека. Ученые продолжают эксперименты, стремясь создать более безопасные методы взаимодействия с этими пчелами и разрабатывая более глубокие стратегии по минимизации их угрозы. Внимательные наблюдения и лабораторные исследования дают надежду на то, что мы сможем приблизиться к решению этой проблемы. Однако впереди еще много загадок. Мир науки все еще не раскрыл все секреты этих существ. Теперь перейдем к тому, что происходит с окружающей средой под их воздействием. Могут ли они нанести урон, выходящий за пределы человеческой жизни? Научные исследования показывают, что пчелы-убийцы способны внести серьезные изменения в экосистемы, в которых они обитают. Их агрессивное поведение нарушает сложившиеся пищевые цепи, оказывая сильное давление на другие виды пчел и опылителей. Это может привести к снижению биоразнообразия, поскольку мирные виды вытесняются или уничтожаются. Пчелы-убийцы, обладая высоким инстинктом самозащиты, часто занимают доминирующие позиции в местных экосистемах. Это может приводить к нехватке опылителей для деревьев и цветов, что в свою очередь сказывается на урожайности и естественном обновлении растительных сообществ. Флора, которая лишается своих естественных опылителей, может начать вымирать, что оказывает дальнейшее разрушительное воздействие на местную фауну, зависящую от этих растений. Кроме того, их присутствие в районах, где традиционно обитают другие виды пчел, может повлиять на производство меда и связать руки местным пчеловодам, которые сталкиваются с угрозой атак. Это благоприятствует росту напряженности в сельских сообществах и вызывает необходимость пересмотра методов управления сельским хозяйством. Пока ученые ищут решения, чтобы минимизировать негативные эффекты вторжения пчел-убийц, кажется, что природа сама находит способы адаптироваться. Но готовы ли мы к тем вызовам, которые они еще могут преподнести? Впереди стоящая задача — держать под контролем их численность и влияние. Но как это возможно сделать на практике? Исследуем стратегии борьбы с этой угрозой. Чтобы справиться с угрозой, которую представляют собой пчелы-убийцы, требуются значительные усилия. Во многих регионах мира выработаны стратегии для контроля и уничтожения этих агрессивных насекомых. Ключевая ставка делается на интегрированное управление вредителями, где основное внимание уделяется мониторингу и раннему обнаружению. Применяются ловушки и специальные химические препараты, которые помогают снижать численность пчел. В некоторых случаях команды профессионалов проводят целенаправленные операции, чтобы ликвидировать особо опасные гнезда. К примеру, на юге Соединенных Штатов фермеры и пчеловоды объединяются, чтобы совместно бороться с захватчиками. Общественные инициативы также играют ключевую роль в борьбе с пчелами-убийцами. Жителям-владельцам недвижимости регулярно напоминать об осторожности и обеспечении безопасности, выявлении и устранении гнезд, а также уведомлении местных властей. Правительственные программы поддерживают исследования, направленные на улучшение методов борьбы и защиту естественных опылителей. Однако борьба с пчелами-убийцами — это не только техническая задача. Это еще и комплексное сочетание науки, практики и общественного вмешательства. Нельзя исключать и роль инновационных технологий, способных предложить неожиданные решения в деле снижения угрозы. В мире технологий и инноваций нельзя не заметить, как современные методы мгновенно адаптируются к новейшим вызовам. Отдельные энтузиасты в США, Великобритании и Японии делают ставку на создание миниатюрных пчелиных агентов, которые с помощью модели нейросети смогут управлять поведением пчелиного роя. Однако эти разработки все еще находятся на стадии прототипов.
Самыми же доступными методами борьбы остаются инсектициды, пришедшие на замену ДДТ, которые применяли в 60-е годы прошлого века. Еще одним перспективным направлением стало применение генетики. Ученые работают над проектами, направленными на создание пчел, которые менее склонны к агрессии. Это сложная задача, требующая времени и терпения, но она сулит значительные преимущества в борьбе с этой угрозой. На больших территориях, например, в природных парках, скопления пчел-убийц находят с помощью дронов, оснащенных тепловизорами. Насекомых распугивают дымом, а их гнездо уничтожают. Эти меры позволяют контролировать численность опасных пчел. Впереди остается важный вопрос. Справимся ли мы с этой биологической угрозой, или у них есть шаги на будущее, которые снова могут удивить всех? Мы стоим на перекрестке, где судьба пчел-убийц и нашего взаимодействия с ними получает новое развитие. Вопрос о будущем этих насекомых остается открытым. Усилится ли их угроза или человечество найдет способ обуздать их? Все зависит от того, как мы справимся с текущими вызовами. Пчелы-убийцы были и остаются символом мощи природы, и только совместными усилиями науки, технологий и человеческой осторожности можно попытаться контролировать их распространение и минимизировать опасность. Современные методы борьбы, которые уже обсуждались, дают многообещающие результаты, но требуют постоянного усовершенствования и внедрения в практику. От генетических исследований до технологических решений каждый шаг приближает нас к возможности жить в мире с этими насекомыми без постоянного ощущения угрозы. Тем не менее, важно не забывать о балансе в экосистемах и поддержке природного разнообразия, которое является основой нашего существования. Пчелы-убийцы служат напоминанием о том, как легко можно нарушить природные узы, но также символизируют дух выживания, который преобладает в живой природе. Будущее определяется нашим отношением к этим вопросам и стремлением к гармонии. Воспримем ли мы вызов мира животных, который требует нашего уважения и осторожности? Это предстоит решить каждому из нас. Итак, будущее пчел-убийц — это не только их природа, но и наша общая ответственность. Мы должны смотреть в будущее с открытым умом и готовностью адаптироваться. Без сомнения, впереди будут новые открытия и удивительные повороты, которые изменят наше понимание. Ученые, проанализировав данные по 200 видам ископаемых и вымерших пчел, сделали вывод, что первые пчелы появились на Земле в эпоху раннего мелового периода, около 124 миллионов лет назад. Это значит, что пчелы существовали одновременно с динозаврами и пережили их. Важнейшим фактором остается наш настрой и решимость сделать все возможное для безопасного сосуществования с этими могущественными созданиями природы. Поэтому не следует осуждать их стратегию выживания. Постараемся относиться к ним уважительно, и они, скорее всего, ответят вам тем же.